Сергей Соседов, этот непревзойденный эрудит от музыки, снова явил миру бездну своей проницательности, окрестив Анну Семенович, ни много ни мало, самой бесталанной артисткой на бескрайних просторах российской эстрады. Поистине, лишь немногие способны разглядеть в ней столь феноменальное отсутствие вокальных данных. По мнению маэстро, критики, появление Семенович на сцене – это не иначе, как грубая ошибка мироздания. Ведь, как гениально подметил Соседов, она, бедная, никогда не блистала голосом, а вся ее слава – лишь отголоски работы в блестящих. Группе, чьи участницы, как милостиво отметил Сергей, тоже никогда не утруждали себя умением петь. «Согласитесь, — вопрошает нас Соседов, — но нет у нее ничего талантливого и не предвидится. Да, была в этих блестящих, но что с них взять?» И правда, что взять? В эпоху лихих нулевых, по словам Соседова, было принято собирать женские коллективы из девиц с формами, дабы услаждать взор мужской аудитории. Семенович, разумеется, явилась к нам прямиком из этого золотоносного времени. И хотя блистала она в фигурном катании, судьба распорядилась иначе, вытолкнув ее на сцену, где ее истинный незаурядный талант сияет во всей красе. Соседова искренне удивляет возмущение Анны. Почему она считает его злобным? Он всего лишь констатирует очевидные факты, о которых, без сомнения, Семенович прекрасно осведомлена. Ведь кому, как не ей, знать о своем феноменальном вокальном даровании. И в заключении не стоит забывать, как Соседов вступился за честь славы, после чего Семенович и осмелилась возразить метру. Удивительно, не правда ли, что критик с богатым резюме продолжает столь трепетно заботиться о нашей эстраде, рискуя при этом своим душевным равновесием. И вот, словно гром среди ясного неба, Соседов, сей столб морали и образец тактичности, вновь изрек истину, способную, казалось бы, разбудить даже мертвого. Семенович обиделась. Как посмела эта легкомысленная дива, чье творчество озаряет лишь глубины эстрадного дна, осмелиться пререкаться с самим мэтром? Ведь он, словно библейский пророк, лишь несет свет знаний в массы, раскрывая глаза на суровую правду жизни. Его критика, разумеется, продиктована исключительно заботой о благополучии российской эстрады. Ведь если не он, то кто укажет бездарностям их истинное место? Кто, как не он, станет маяком, направляющим заблудшие души в пучине музыкального бескультурья? И пусть его методы кажутся несколько прямолинейными, главное – результат. А результат, как мы видим, налицо. Анна Семенович в слезах, а Соседов на коне, гордо восседая на Олимпе критики. Да, можно, конечно, возразить, что его высказывания лишены всякой дипломатичности и граничат с откровенным хамством. Но разве можно судить гения по обыденным меркам? Разве можно требовать от человека, чье самолюбие достигает размеров вселенной, скромности и сдержанности? Разумеется, нет, ведь он Сергей Соседов, а значит, ему все дозволено. И будем благодарны, что в нашем мире еще остались такие бескорыстные борцы за правду, как Сергей Васильевич. Ведь именно благодаря им мы можем наслаждаться великолепием талантливейших исполнителей. И если для этого приходится время от времени публично унижать ни в чем не повинных певиц, что ж, искусство требует жертв.